Всем привет! Меня зовут Катарина. Сегодня я покажу вам, как я сделала вот такие вот елочные игрушки своими руками из обычных пластиковых шариков. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Итак, мне понадобились пластиковые шарики небольшого размера. Я их уже загрунтовала. Вот я показываю для примера, какие именно шарики я брала. Грунт полностью высох, и я буду приступать к дальнейшему декору шаров. Мне понадобится шпатлевка по дереву, любая, лучше, конечно, белая. Можно, конечно, использовать и текстурные, и рельефные пасты, но эти продукты стоят намного дороже, и я не вижу смысла тратиться на них для этих целей. Я беру кварцевый белый песок и насыпаю некоторое количество песка прямо в баночку со шпаклевкой, для того, чтобы она стала, во-первых, гуще, а во-вторых, приобрела некую текстуру, необходимую мне для создания фактуры на шариках. Я тщательно размешала содержимое баночки, и теперь мне понадобятся обыкновенные одноразовые перчатки. Я буду на шарик наносить эту текстуру. Вот опускаю прям в баночку, так быстрее, и помогаю себе руками, наношу хаотично эту текстуру на наши шары. Как можете видеть, занятие тут не хитрое, каждый может с этим справиться. Я вот такими вот похлопывающими движениями приподнимаю немножечко шубку, ворс у этого шарика, вот, для того, чтобы появилась вот эта вот текстура. И в таком состоянии я шарик буду оставлять до полного его высыхания, но это около 3-4 часов. Я буду использовать деревянную палочку, насаживать на нее шарики, и в стаканчике они будут благополучно у меня высыхать. Чтобы зря не терять время, я буду делать отливки для наших шаров. Буду отливать их из жидкого пластика. Я скажу сразу, мне не очень нравится работать с самозастывающей глиной. Вот, но если у вас нет жидкого пластика, вы не работаете с ним и не собираетесь его приобретать только ради того, чтобы сделать новогодние игрушки, можно купить маленькую упаковку такой глины и сделать отливки из нее. Вот я залила жидкий пластик, размешала его по инструкции, 2 компонента, каждый в отдельном стаканчике, потом смешала и залила его в молд. Раз уж я развела эту грязь, решила залить жидкий пластик и еще в молды некоторые, которые мне понадобятся в следующих моих работах. Тем более, что на один молд очень трудно дозировку выбрать, все равно в стаканчике остается пластик. И не хочется, чтобы он пропадал. Вот я показываю сейчас, как здорово он после высыхания, застывания, вынимается из молдов. Как видите, отливка получается просто идеальная. Сейчас она еще пока гибкая в течение нескольких минут, но впоследствии она станет твердой и уже не будет сгибаться. А вот наша отливка, ту, которую мы будем использовать для наших шариков. Я аккуратненько достаю ее. Как видите, она тоже идеально выглядит. Все очень четко пропечатано, нет ничего лишнего. Очень красивая отливка получилась. Теперь, пока она еще не застыла полностью, я вот таким вот образом на обычный шарик, такого же размера, как и наши шары, накладываю ее для того, чтобы она приняла ту форму, которая нам нужна. Нужно сделать это как можно быстрее, потому что пластик застывает в течение 1 минуты или, может быть, 2. И не будет возможности уже сделать из нее, придать ей ту форму, которая нам необходима. Вот так вот выглядит наша отливка. Она застыла в том виде, в котором мы ее оставили на шарике. А я тем временем уже взяла шары, они полностью просохли. Беру мелкую наждачку и начинаю снимать все лишнее с нее. Потому что неровные поверхности нам не нужны. Мы хотим выровнять шарик для того, чтобы у него появилась красивая фактура. После того, как я полностью зачистила шарик, я буду покрывать его краской. Я взяла античную бронзу, очень красивый цвет.
очень укрывистая краска, цвет металлик, ложится вообще здорово, сохнет очень быстро. Надо сказать, что тут я дала маху, потому что прежде чем красить, нужно было сначала приклеить на шарик отливки, а уже после наносить краску и на сам шар, и на отливки. Ну, в принципе, в этом нет ничего страшного, просто я добавила себе работы. Моя заготовка полностью просохла. Я также покрасила отливки в этот же цвет. И сейчас буду приклеивать отливки к шарику на клей-момент жидкие гвозди. Ну, как я уже сказала, нужно было сделать все наоборот. Сначала приклеить, потом красить, так как все-таки на грунт клей ложится лучше, чем на акриловую краску. Ну, что есть, то есть, будем делать так. Я наношу достаточно жирным слоем клей, потому что поверхность все-таки не плоская. Для того, чтобы приклеилось все очень хорошо, клея я не жалею. Он будет вылазить при надавливании отливки к шарику, при прижимании. Но ничего страшного в этом нет. Все это потом я подкрашу. Вот я приклеила обе отливки с двух сторон. И сейчас буду этой же краской прокрашивать те места, которые выглядят не очень хорошо. Где-то повылазил клей. И это все сейчас нужно будет закрыть. Тут что-то странное случилось с моей камерой. Она сама по себе начала снимать вот таким вот образом. Ну, думаю, что достаточно хорошо все равно видно. Я взяла белую акриловую краску, наношу небольшое количество на кисть с натуральным ворсом. Именно такую кисть я беру для того, чтобы использовать эту краску в технике сухая кисть. Я оставляю на кисти очень небольшое количество белой краски и начинаю вот такими вот поглаживающими движениями, торцевой частью кисти, наносить эту краску на выпуклый рельеф наших шариков. Таким образом, шарик получается как будто бы посыпанный снежком. Такая легкая изморозь. Мне очень нравится такой эффект. Я сделала вариант в коричневом цвете, а также еще в синем. Напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. Мне, честно говоря, больше понравился синий вариант. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, поддержите меня в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.